Лекция 11. Притягательная сила мысли. Великий писатель по вопросу о силе разума Принтес Мюльфорд суммировал почти всю сущность своей философии в следующей форме: мысли — суть вещи. Он выразил в этих словах великую истину, которая, если бы люди вполне уяснили ее, могла бы перевернуть весь мир. Мысль является не динамической силой, она вполне реальная вещь, подобно какому-нибудь материальному предмету. Мысль представляет собой утонченную форму материи или довольно грубую форму духа, вы можете вполне правильно считать ее тем и другим. Материя есть грубая форма духа, а дух — тонкая форма материи. В природе существует только одна субстанция, но эта субстанция имеет различные формы, начиная с так называемых материальных форм и кончая самой тончайшей формой духа. Когда мы думаем, мы распространяем кругом себя вибрации тончайшей эфирной субстанции, которая так же реальна, как тонкий пар или газ жидкости и твердые тела. Мы не видим мысли, мы не можем также видеть тонкого пара или газа. Мы не можем обонять и определить вкус мысли, мы не можем также обонять и определить вкус чистого воздуха. Однако мы можем их ощущать, этим подтверждается многое, это имеет гораздо большее значение, чем все то, что мы знаем о могучих магнетических колебаниях сильного магнита, который, несмотря на то, что обладает достаточной силой, чтобы притянуть к себе кусок стали весом в 100 фунтов, абсолютно не производят на нас никакого действия. Его колебания могут, конечно, проникать через вас и действовать на сталь, между тем, как вы не будете этого даже сознавать. Свет и тепло распространяют также колебания, хотя и меньшей интенсивности напряженности, но основанные на том же принципе. Присутствие 5 чувств не является абсолютно необходимым для того, и чтобы убедиться в существовании материальной субстанции или силы. Анналан Ауки полно доказательств этого. Проф. Елисей Грей, замечательный ученый, говорит в своем небольшом сочинении «Чудеса природы», существование в мыслях таких звуковых волн, которых не может ощущать ни одно человеческое ухо, а также цветных световых волн, которых не может видеть ни один глаз, представляет обширное поле для размышления. Огромное темное немое пространство от сорока. 000 до 400. 000. 000. 000. 000 колебаний в секунду и бесконечность рядов свыше 700. 000. 000. 000. 000 колебаний в секунду, когда прекращается свет в мире движения, дает простор для размышления. М.М. Уильямс в своем произведении, называющемся «Краткая глава о науке», говорит: нет никаких градаций между страшно быстрым колебанием или дрожанием, которое сообщает нам чувство слуха, и очень медленным, которое производит в нас ощущение слабой теплоты. Между ними лежит громадный промежуток, достаточно обширный, чтобы заключить в себе иной мир движений, находящийся между нашим миром звуков и нашим миром тепла и света. Нет поэтому никаких разумных оснований для того, чтобы предположить, что материя не способна к переходной деятельности или что подобная деятельность препятствует возникновению промежуточных ощущений, раз существуют органы для восприятия и ощущения этих движений. Я цитирую эти авторитеты для того, чтобы дать пищу вашим мыслям, а не для того, чтобы постараться доказать вам существование мыслительных колебаний. Последнее отвлекло бы меня от цели и назначения настоящего руководства его, поэтому можно коснуться только мимоходом. Характер исходящих от нас мыслительных колебаний вполне обусловливается сущностью самой мысли. Если бы мысли имели цвет, некоторые говорят, что они его имеют, то мы увидели бы, что наши боязливые и нехорошие мысли повисли над самой землей в виде темных тяжелых облаков, свои же ясные, веселые, счастливые, уверенные «я могу и я хочу». Мысли мы заметили бы в виде светлых, перистых, газообразных облаков, быстро несущихся и смешивающихся с другими им подобными, образующих перистые облачные цепи, высоко над кучами плотных, удушливых, отвратительных испарений, образующихся от боязливых и завистливых мыслей, выражающихся в словах «я не могу». Расстояние, на которое удаляются от нас ваши мыслительные волны, не имеет никакого значения, он всегда имеет известную связь. С вами всегда производят некоторое действие как на вас, так и на других. Вам нелегко освободиться от влияния этих проявлений вашего духа. Если вы распространяете дурные мысли, то вы становитесь предметом для их действия, и ваша единственная надежда нейтрализовать и обезвредить их заключается в том, чтобы распространить новые сильные мыслительные волны или, утверждая «я есмь», образовывать таким образом мыслительные токи. Старинные поговорки «бездна притягивает бездну и равное влечет к равному» могут служить хорошим определением стремления мыслительных волн. В этом выражается то, что известно под именем аддуктивного свойства мысли. Слово «аддуктивный» происходит от латинского слова «adductum». Притягательное проявление такого свойства мысли является одним из самых поразительных признаков в ряду психических феноменов. Боязливые или неприятные мысли притягивают к себе другие мысли подобного же рода и соединяются с ними. Результат выразится в том, что вы не только будете страдать от созданных своим умом мыслей, но и от мыслей других, так что образуется тяжелое положение. И чем далее вы будете так мыслить, тем тяжелее будет ваше положение.
С другой стороны, если у вас будут светлые, веселые и счастливые мысли, то вы притянете к себе другие подобные им, и вы будете чувствовать себя веселее, радостнее и счастливее вследствие их соединенного действия. Это абсолютная истина, но все же вы не должны принимать ее на веру. Испытайте и убедитесь. Когда вы будете исполнять опыты, то вы обязательно должны производить их с уверенностью в их исполнении, вы тогда получите более быстрые и ощутительные результаты. Полусмелые, сомневающиеся мысли оказывают более слабое действие в сравнении с уверенными и ожидающими. Если у вас не будет смелости, уверенности и решимости попытаться, или если вы не сумеете отделаться от мысли «я знаю, что я не могу», то вы привлечете к себе силу других мрачных мыслей того же рода, и вы найдете, что вы действительно не можете. Кроме этого, того же мнения о ваших способностях будет, по-видимому, всякий другой. Вы должны поддерживать в себе и распространять кругом себя твердую, уверенную, бесстрашную мыслительную волну «я могу, я хочу», которая привлечет к вам подобные же мыслительные волны других. Такие волны окажут на вас хорошее действие, укрепят ваши силы и помогут вам осуществить ваши стремления. Если вы распространяете ревнивые, завистливые мысли, то они, возвращаясь к вам обратно, привлекают с собой такие же мысли. Благодаря этому вы будете страдать до тех пор, пока не устраните их действия. Таким же образом возвращаются к вам обратно мыслительные волны ненависти, после того как их сила и могущество увеличатся во время колебаний. Старая поговорка «проклятие, подобно цыплятам, находят приют дома» гораздо ближе к истине, чем это обыкновенно предполагают. Злобные мысли вызывают раздражение в другом человеке, если только он не принял положительного положения в отношении вас, и он возвращает вам обратно мыслительные волны, по дороге к ним присоединяются другие злобные мыслительные волны, и вредная работа увеличивается. Конечно, вы слышали народную поговорку «человек всегда находит то, что ищет». Само собой разумеется, иначе не может быть, так как его мысли привлекают другие такого же рода мысли, и он видит мир, имеющим такую окраску, какую придают ему его духовные очи. Хорошие мысли притягивают хорошие, дурные мысли – дурные. Если вы питаете к человеку ненависть и посылаете ему свои мысли ненависти, вы получите обратно ненависть и будете видеть ненавидимый и ненавидящий мир. В мире мысли вы с хорошим процентом получаете обратно все, что даете. Если вы будете посылать хорошие мысли, то к вам возвратятся хорошие же мысли с значительным приростом, и вы будете хорошо себя чувствовать в обществе расположенных, доброжелательно относящихся к вам лиц. Благодаря этому вы только выиграете. Даже с личной точки зрения, лучше иметь хорошие мысли. Если вы попробуете на практике мыслить таким образом, хотя бы в продолжение 1 месяца, то вы вскоре заметите громадную перемену в различного рода явлениях, громадную перемену в самих себе. У вас явится отвращение и омерзение к прежней, низкой, недостойной, дурной мыслительной деятельности, и вы не согласитесь вернуться к ней ни на каких условиях и ни за какую цену. Прежде чем минует месяц, вы уже заметите полезную силу возвращающихся мыслительных волн, и вся ваша жизнь совершенно изменится. Попробуйте это сейчас же. Вы никогда не будете сожалеть об этом. Существуют 2 наиболее дурных мысли, которые вы должны прежде всего уничтожить. Вы увидите, что как только устраните их, ваш успех в жизни увеличится. Я говорю о ненависти и страхе. 2 этих ядовитых растения производят массу других мыслей. Печаль представляет собой старшее дитя страха и имеет много сходства со своим отцом. Зависть, недоброжелательность, злоба являются одним из многочисленных проявлений ненависти. Уничтожьте корень, и вас не будут беспокоить побеги. Я еще коснусь этого предмета в лекции об образовании характера. Я хочу теперь перейти к другой стороне притягательной силы мысли и буду беседовать об успехе при помощи притягательного мышления. Считается достоверным фактом, но может быть вам покажется совсем невероятным, что все пользующиеся успехом люди добились его благодаря своим могучим, строгим, полным силы, сконцентрированным волнам мысли. Они направили свой разум на звездку цели, воспользовались помощью воли при посредстве познания есмь, чтобы дать мысли определенное направление. Такое направление мысли содействует развитию их характера, и благодаря этому они прямо идут к той цели, которую они с самого начала себе избрали. Другие имели перед собой ту же самую цель, но не достигли ее, так как не дали должного наблюдения мыслям, и, потеряв ее, утратили смелость, стали робкими и подпали под власть искушения и лести. Для успешного достижения мысленно намеченного идеала безусловно необходимо, во-первых, непреодолимое желание, а не пустая прихоть, во-вторых, полная уверенность в свою способность привести в исполнение свое желание, а не робкое предположение, в-третьих, твердое решение достичь своей цели, а не простое намерение «я попытаюсь». Указанные качества мыслей безусловно гарантируют успех, если точно будут исполнять их. Они разовьют характер и выработают способность достигать цели. Так как мысли выражаются в действии, они придадут вам твердую силу для влияния на других, они вызовут к действию мыслительные волны, которые привлекут вам на помощь другие. Если вы имеете мысль
«я не могу», то вы распространяете колебания, которые вызовут такое чувство, что вы действительно не можете, благодаря этому вы не будете пользоваться ими и употреблять их для своей пользы. Чувство самоохранения заставляет людей недоверчиво относиться к подобного рода лицам и избегать их. Ни один человек не чувствует влечения к тому, кто думает «я не могу». Такая форма мышления создает такие условия, которые скорее отвращают, чем привлекают. Когда же вы будете иметь мысли «я могу» и «я хочу», то колеблющиеся волны начинают двигаться, производя возбуждающее действие, все будут чувствовать к вам влечение и все сделается по вашему желанию. Сильные люди будут чувствовать к вам симпатию и с удовольствием будут готовы работать вместе с вами. Слабые люди, сознавая вашу силу и нуждаясь в ней, почувствуют к вам влечение и бессознательно подчинятся вашему влиянию. Это является примером притягательного свойства мысли. Попробуйте испытать. Притягательная сила мысли может совершить гораздо более, чем она может привлечь к вам людей, которые интересуются тем самым делом, как вы. Последние почувствуют влечение к вам, а вы к ним, причем каждый из вас будет помогать другому к обоюдной выгоде. Она привлечет к вам людей, которым нужны ваши услуги или помощь, они получат от вас пользу к вашей выгоде. Привлекает к вам также тех, кто может оказать вам помощь и содействовать вашим интересам. Конечно, вам приходилось чувствовать влечение к подобному человеку и оказывать ему помощь, чем вы совершенно сговорились с ним. Безусловно, у вас были подобные случаи. Почему? Почему вы охотно покровительствуете и недоверчиво относитесь к другому, который не хуже его? Благодаря силе мыслительных колебаний. В этом вся тайна. Одно и то же качество мысли привлекает вас к тем, чьи колебания имеют равную длину с вашими, так что вы инстинктивно будете находить тех, которые могут оказать вам услугу и помочь вам. Я уверяю вас, что ваша собственная воля будет принадлежать вам. Узнайте законы. Это удивительно и трудно поддается объяснению, если не касаться метафизики, однако степень вашего успеха обусловливается вашей верой в силу. Шаткая колеблющаяся вера принесет вам не полные успехи, а твердая решительная полная вера в то, что вы можете распоряжаться своей волей, создает в граничащие чуть ли не с чудесами результаты. Постарайтесь развить в себе такую веру и всегда соединяйте ее с твердым мысленным требованием того, что вам нужно, тогда вы будете всегда иметь успех. Просите и дастся вам, стучите и отверзится, однако обязательно сопровождайте свои требования твердой верой и ожиданием успеха. Елена Вильман говорит, кто знает цену своего «я», тот может спокойно ожидать вечно. Безумная судьба безусловно исполнит его желания. Слова «спокойно ждать» относятся к состоянию духа и выражают спокойное, уверенное ожидание неизбежного. В них не следует понимать того, что человек может сидеть сложа руки и ничего не делать, спокойно ожидая, пока безумная причудливая судьба осыплет его своими дарами. Он нет. Елена Вильман совсем этого не думала, она не рекомендует такого пути. Человек, охваченный вполне одним стремлением и сконцентрировавший мыслительные импульсы, никогда не должен сидеть сложа руки и чего-то ждать, так как он не может этого сделать, не принеся в жертву своего желания и решения привести последнее в исполнение. Мысли выражаются в действиях, чем настойчивее мысль, тем сильнее действие. Вы можете стремиться к какой-нибудь очень недостижимой цели и быть вполне уверенным, что достигнете ее, вы всегда ее осуществите. Если точно будете исполнять данные здесь указания, вы должны согласиться с Гарфилдом, который говорит, не следует дожидаться, пока дело примет благоприятный исход, а нужно самим дать ему надлежащее положение. Слова «самим дать им надлежащее положение» вполне правильно. Вам следует приложить к делу все свое могущество и силу и выразить спокойное, уверенное требование, чтобы данное дело приняло благоприятный для вас результат. При этом все время вы должны с уверенностью ждать, что дело подчинится вашему приказанию. Мне было бы желательно обладать возможностью передать вам удивительные результаты подобного образа мышления и действия, но я могу здесь лишь коснуться их и обратить ваше внимание на действие закона. Лишь благодаря опыту можно научиться ценить истину. Значение «я есть» не может быть понято другим путем. Я желаю, чтобы каждый читающий эти лекции испробовал на практике этот новый способ мышления. Вам сначала придется отнестись с недоверием к тому, что я говорю, но как только вы начнете исполнять опыты, то вы на собственной практике убедитесь в их истине и быстро достигнете успеха. Все то, что вы будете твердо и уверенно желать, будет принадлежать вам, подумайте об этом. Все испробуйте, попробуйте серьезно, и вы получите успех. Все это основано на действии могущественного закона. Наша ближайшая лекция будет касаться образования характера, что вы при этом увидите, что человека легко можно определить потому, что он мыслит в глубине своей души.